А что? Сейчас достаем все к воде. Удочку достать, не поломать. Солнышко светит прям в глаза. Тут смотри, какие места классные. Это место или оно такое выдается. Давай вот так. По камням там, да? Опа. Все. Уже мокро. Так. Бляха, сколько у нас шмоток. Это вообще. Так, что ты там? Так. Раз. Матрас 2. Никаких, короче, удобств нету. Так, зашибно. Ты это вот берись и вот так вот одеваю сразу. Опа. И можешь Я сразу... обычно его приподнимаю на сантиметрик. Подкладываю. Да ладно, вон там сейчас ровно, вот так, закручивай. Ну, это не сложно, в общем. Ты сказал, что зеленки нету. Так, это там подключай топливо. Так, подключаем топливо. Так, а куда у нас стрелочки? Сюда, вот так вот, да? А, топливо вот так, сюда же идет у нас топливо. Так, а тут где оно подключается? Уже я и забыл, где тут и топливо подключается. Это или под руки, Товарищи, мы потеряли, куда топливо включать, я вам скажу честно. А вот оно, тут. Смотри, это вообще, я в шоке. прокачала, а когда нет. Обычно, когда она мягкая, потом... Вот где эспандер, говорят. Эспандер такой, что невозможно. Давай я подменю тебя. Да я слышу, он идет туда. Все стало тугая, как бубен, да. Так, а за что тут дергать хоть, а? А, вот это дергалка. Было у меня раз кто-то как дернул с локтя мне в челюсть. О, глянь, и это выскочило. Ни хрена себе отклеилось. Подсос, там что-то ты забыл. А я думаю, что... Завелась. Люди отдыхают, уже рыбачат с утра. А я по удочкам, да. Чтобы им развлечение было. Кстати, ты знаешь, бывает такое, что вот ловишь и не ловит нифига, и мотор проходит, и только тудух сразу. Вперед смотрящий.
Уже и траву мы тут успели нацепить на винт. Так, мы тут, по-моему, рядом совсем. Наверное, дальше наше место, дальше. Имеется в виду, где мы с тобой тогда были. В смысле рядом? К чему мы рядом? Ну, к землянке. А, ты думаешь там дальше? Да. Да не. Не? Наоборот, мы еще не дошли. Не дошли? Да нет, там травы, там не было травы совсем от слова. А тут уже, вернее, камыша, а тут уже все, весь камыш заросший камышом. Что, пойду пешочком встречать тебя там с дерева. Давай, красота. Все, Леша пошел. Подходим к берегу. Сейчас там Леша где-то должен нас ждать. Так, сейчас потихонечку подхожу на веслах. Так, ну что, ты идешь, занимаешься земляночкой, да? Разбирать буду продолжать. Ну, Хочешь, а я... взгляни на нее, какой она была. Да, Больше такой не увидишь. пошли. Леша, что это ты тут навыращивал? Я А? не разбираюсь. Говорят, что это дубовики-поддубники. Смотрите, Каждый какие раз грибы. разного цвета. Так, вот и земляночка. Уже тут Алексей крышу снял. Вход в землянку. Опа, а тут светло, как днем. Раз, а стен-то нету. А стен нету. Вот она. Видите, что осталось от землянки? Крыша еще стоит на месте. Уже двух стен нету. Так, ну вот так вот Алексей здесь все разобрал. Видите уже. Вот это вот у него теперь ночлег такой вот. Видите? Леша теперь вот там вот ложится под дерево, вот у него балка лежит, крыша, вот эта вот крыша, и там вот он спит теперь, потому как надо что-то с землянкой с этой доделать уже, раз уже взялся, как говорится, теперь уже тут, ну я, конечно, сегодня там, что нужно, помогу ему, Алексею, ну а он тут потихоньку будет. Сейчас я тут постелю кровать, чтобы уже можно было здесь спокойно отдыхать. Так что сейчас накачаю, застелим и я поеду. Все, я думаю, достаточно. Так, есть. Все свежо, беленько, чистенько. Вот здесь вот место еще есть, чтобы вещи сложить сбоку, чтобы они не лежали на улице. Вот сейчас все вещи я, которые ненужные, все сюда слаживаю. Вот. И в принципе все, можно будет ехать на рыбалку. Так, ну Алексей пошел заниматься земляночкой, а я вещи гружу свои. Опа. Удочки. Ну и стягу лодку, тут мелко. И попробую на судачка смотаться, на лодке съездить. Тут плохо подходить к берегу, мелко очень. Тихонечко сейчас на веслах от берега отплываю. Так, ну все,
вышел на водичку я. Глубина тут вроде бы нормальная. Опа, есть. Нейтралка. Поехали. А то улетит шапка, сниму. Так, заходим в заливчик. Сейчас не знаю, что здесь за глубина. Да, тут когда-то я ловил щук и немало в этом заливчике. Это было года 3 назад. Не знаю, сколько сейчас глубина. Но тут водорослей полно, я смотрю. Сейчас чуть-чуть дальше туда проплыву. И попробую побросать воблер. «110-й инквизитор». Хотя тут глубина небольшая, но посмотрю. 3 года я здесь не был, если не 4. Глубина тут совсем небольшая. Ну, посмотрю. Сейчас попробую забросить. Пока ничего не цепляет. Вот уже только сказал и зацепила за траву. Только сказал. Обрадовался, думаю, трава села. Ага. Села она, вот она, смотрю, я прям вверху трава. Сюда поближе к камышу попробую забросить. Ага, и все, 2 раза. Надо какой-то, чтобы поверху, который вообще поверху, который не тонет. Сейчас попробую другой воблерочек. Тут, по-моему, плавающий. Сейчас посмотрим. Ну-ка. Да, он такой всплывающий воблер. Сейчас попробую его. Сейчас попробую посередине вот туда вот потихоньку. Опа.
Ну, где ты там, щучка? Ну-ка. Еще разочку туда вот. Ну а где ж ты, щука? Смотри. Сейчас возьму окуневый спиннинг. Попробую окуневым спиннингом половить окунька. Опа.
не клюет нифига, и голова разболелась, а что-то не знаю я, что такое. Приехал с рыбалки, толком ничего не клевало. И сейчас, наверное, Алексей там мне кричал. Сейчас, наверное, пойдем позавтракаем и пообедаем заодно. Гостиниц Карлосу. Только что включилась она, что ли? Так долго. Так, а досточки ты куда-то убрал, да? Нету тут. Карлос, идем, передали тебе гостинчик. Твоих конфеток любимых. Ну, сейчас будет хруст стоять на весь лес. Так. Вот же ж горшочек. Да я так положу что-то. Сальцо. Так, наверное, мы его будем ломать. Хлеб. То он как-то... Ну, Не блин, я ж так не удержусь. И тоже хлеба съем кусочек. Давай, давай. Сегодня, как говорится, как на Пасху говорят, а как разговится, вот так и ты точно так же. Так, а ну что тут? Намотано. Не пойму. Вот так вот. Как у тебя урожай помидоров в этом году? Некоторые, Средний. Не скажу, некоторые что. что-то портятся. Не пойму, что это за... Да, много очень неплохо. Не знаю, в этом году. Вообще последние годы урожай, я бы не сказал, что хороший. Ну, С этим, это связано с войной, с этими выбросами, все, что летает в небе. ну да. Осадки такие. Картошка только в этом году неплохая. Помидоры не ахти. Ну, конечно, с новым поливом. А ты замерял, сколько киловатт потратил на полив и сколько можно было купить картошки? А что, я поливал? Вот смотри. Огород поделен на 3 части. Частями поливаю, секциями. Первая секция 40 минут поливается. Вторая секция 40 минут поливается. И третья секция 40 минут поливается. Два часа получается. Двигатель стоит киловаттный. Поливал приблизительно, поливается приблизительно месяц. Июнь. Пол июня, пол июля. Это когда поливается. Вот в месяц, считай, сколько? Ну, в неделю полтора раза. В месяц, считай, 6 раз поливаешь. Ну, в итоге прикинул, сколько примерно. 2 киловатта на 6, 12. 12 киловатт в месяц. За 2 месяца 24 киловатта. 24 киловатта умножить на 4 гривни. 100 гривен на полив. Ну, так нормально. Конечно, если Ну, ешь. Сальца сейчас еще подберем.
Если вода централизованная, не со скважины, то картошка будет золотая. Это да. А так что, ну что такое, ну 100 гривен ты. Ты скажи еще, кроме этого, еще сколько стоит капельный полив. Но хочу тебе сказать так. Я на этом огороде, сколько здесь, значит, как купил этот домик, вот мы уже, будем говорить, здесь 10 лет. Вот за 10 лет я все время сажу картошку, у меня никогда такой картошки не было. Хотя не сказать, что она хорошая, там отличная картошка. Вот ни разу она такой не было. 9 ведер мы садили. И накопали, я же тебе рассказывал, 65. Это получается 1 к 7. Где-то так. Так. И вот это. Еще добавим. Я думаю, достаточно. Съездил я на рыбалку, на щуку, но ничего не клевало, не было поклевок, поэтому приехал пустой. Сейчас, думаю, сделаю. Мы пообедали с Алексеем, позавтракали и пообедали. Вот. Ну а сейчас прикормочку сделаю. Уже будем говорить, прикормка готова. Добавил немножко в прикормку вареной кукурузки. Бандюэль, сладкая такая кукурузка. Вот. Пахучая. Ну и все. Беру удочки, свои снасти и иду, значит, туда. Буду пробовать забрасывать дальний заброс удочки. Так, готовлю первую кормушечку. Забиваю. Видите, кукурузка какая. Видно. Ну и сейчас. Так, ну что, первая готова. Сейчас закидываю первую с кукурузкой. Видите, вот она кукурузка. Сейчас посмотрим. Ну, тут крючки небольшие, я поэтому кукурузу на крючки не цеплял, а здесь опарыш. Так, ну что, поехали, первое. Ну да. Вот это, я думаю, должна полететь. Ну, сейчас посмотрим. На синюю крышу бросаю. На клипсе как раз. Отлично. И сейчас вешаю поплавочек. Да какой садок? Еще не забросил садок. Поменял удочки. Ну, достал 2 фидера. Нитку поменял. То, что надо бросать подальше. Сейчас поэтому думаю сейчас бросить
подальше. Так. Ну что, поехали? Поехали. Видишь, он куда бросил? Ну да, я Хорошо, что я с собой взял фидер, 2 взял, нитку взял, катушку. такая у тебя здесь стоит пружина или фидер? Я сюда фидер, нет, пружину обычную поставил сюда, Чтоб дальше бросать. чтобы дальше бросать, да. Подлещичек хороший. Это ее друзья. Трава зацепилась. Тяну траву точно, а там еще непонятно что. Еще одна густерка. На которую леща вытянул. Сейчас туда же заброшу, попробую. Так, ну что, забрасываю очередную удочку. Опа, есть. Как раз на клипсу. Опа. Еще одна густера. Неплохая густерка. Так, что-то клюнуло. Не пойму что, но что-то есть. Тоже, наверное, небольшое что-то. Да, наверное, густерка небольшая. Уже нету леща. Не хочет лещ ловиться. Опа, смотрите, видите, густера какая. Как нам наш ужин? Сейчас вот видишь, пришел, буду готовить. Что будем, картошечки поджарим? Как хочешь. У меня уже батарейка закончилась. Я не могу работать, мне надо подкрепляться. Еле Сейчас. хожу. Сейчас я Как чайку улов. попью. А? Как клев, как улов. Да, мелочевка. Мелочь. Я и снял, не стал уже прикормку переводить, так как, Я понял. ну, мелочь. Завтра подойдет крупняк. Может быть. А может быть, мелкий отойдет. Что такое? Было. Тут вроде бы как ровненько. Ой. Так, ладно. Тряпочку взял. Фух, сейчас я налью. Попью. Как ты вот любишь? Помидорчиком, перчиком. Нет возражений? Нет, нет. Не против. Помидоры, перчик, лучок.
Бля, я на лук, вот сиреневый, который обещал. Че? Да есть лука полно. А, ты взялся? Конечно. Я затупил. Что-то. Так, куда картошку будем ложить? Сумма. Ее помыть надо. Вот это вот что вот это вот у меня? Это кукуруза. А, а это что у тебя? Пипетка. Да, я себя наливаю, пью. Так, Что мы каждую будем мыть? Ну, с пипетки я имею в виду. С пипетки я имею в виду. Так, будем сейчас мешать. Переворачивать. Ух ты, сало, конечно. Всем салом сало. там оно жестко. Это, по-моему, сало. Вкусно, да. Знаешь, есть кабан, который с этим, с хозяйством, его называют хряком. Вот это вот, наверное, с него, потому что на сковородке оно уж скачет. У меня матушка, родители говорили, как купишь сало, говорит, если она скакает по сковородке, то значит это... То есть оно жесткое, оно его мешаешь, оно прям прыгает, как резиновое. Забрасываем. Картошечку сюда. И заскочала сразу. Картошечка заскворчала. Так, картошечка у нас готовится. Сейчас немножко прожарится и лучка добавим туда. Конечно, сковородка маленькая, но ничего. Я думаю, пойдет. Для сельской местности. Лучок сейчас пошинкуем. Так, сейчас помешаем с этой стороной. Посолить надо. Чуть-чуть. Главное, чтобы не пересолить. Если чуть-чуть. Я думаю, пора лучок бросать. Брошу лук нарезанный. Вроде все нормально. Еще подмешаем чуть-чуть. Так, есть. Еще минут 15 и картошка будет готова. Алексей где-то пошел с кем-то разговаривать по телефону, свои дела решает.
Ну, а я тут дожариваю картошку пока. Так что будем ужинать и ложиться отдыхать. Так. Еще раз перемешаем. Опа, где ж там Алексей? Что-то его нету. А вверху гудят комары. Хорошо, вот, что мне здесь это место нравится. Тут комаров практически нету. Имеется в виду вот здесь внизу. Вот они там гудят вверху где-то, а здесь нету. Так, огурчик надо почистить. Ты что, будешь огурцы есть? Все будет есть. Он же кукурузу съел, прикормку съел. Да нет, он только понюхал. А вообще он есть прикормку? Нет, я знаю, что он, по-моему, ел прикормку. Ну, в принципе, может, конечно. Надо было острого взять перца. Ты ж любишь? Ну, да. Ну, там Вкуснятина. Ребята, кто смотрит видео под бутербродик, приятного аппетита. да, приятного аппетита. А кто еще и 100 грамм наливает, тому тоже приятного аппетита. Доброе утро, друзья. Встаем. Сейчас идем. Смотрим, что там с вчерашней нашей прикормочкой. И идем на рыбалку. Малеха проспал чего-то. Время уже 6 часов. Лёшка еще спит. А что ты делаешь? Что ты это? Уже не спишь? Молодец, тогда вставай. Так, это у нас вчерашний стол так остался. Это вот Алексей вчера разобрал стенку, еще одну. О, куча дерева. А от землянки осталась одна передняя стена. Вот она. Я ему здесь не мешаю, как говорится. Пусть сам решает, как делает. Он у меня что спросил, я ему подсказал, как делать. Но все он будет делать, я так думаю, сам, как решит. Ну а я, если что-то нужно, я, конечно, помогу.
Но я сейчас иду на рыбалку. Так, что у нас тут? Опа. Так я и думал, что она. Ну ничего. Здесь надо слить. А может и не надо сливать. Сейчас все это бухану. Даже она не разварилась. Так, ладно. Сейчас сделаю прикормочку. Добавляю сюда гороха. Немножко она не доварилась. Ну ничего, что есть, то есть. Все. Так, идем на бережок. Видите, какое прекрасное утро. Сегодня, кстати, очень даже тепло. Вчера я рассказывал, что утром вчерашним было 8 градусов тепла. Но сегодня прям тепло с утра. Что называется. Эх, как солнышко блестит. Отбивается от воды. Какая красота. Опа. Опа, есть. Ну и в принципе вот так вот будет все выглядеть, друзья. Сейчас подматываю. Сходил, я взял очки, ну и заодно взял термос с чаем и печенье. Думаю, покуда тут будут стоять удочки с утра, покуда подойдет рыбка, я чаек попью. Если получится, конечно. Хотя вот первую удочку закинул, и тишина. Не, вон есть поклевочки мелкие. Вот видите, провис поплавок, и он дергает что-то. Опа, опа. Есть что-то. Есть. Небольшое что-то. Небольшая. Опа. Ух, не, это не густерка. Это плотва, друзья. Первая плотва. Не было ни одной, это первая. Алексей, который не спит, до сих пор дрыхнет. Не хочет вставать. Вчера устал, наверное, с землянкой. Вчера он много работы сделал. Опа. Не пролить бы чаек, а то будет прикормка сильно редкая. Хороший чаек. Вчера его на ночь закипятили воду и заварил я чаек прям в термосе.
Есть поклевочка. Есть поклевка. И, по-моему, подлещик, друзья. Не знаю еще точно, но похоже на подлещик. Ты смотри, какая борзая. Это, друзья, плотва. Да такая. Агрессивная. Хорошая плотва. Плотвичка. Да что ты так схватила ее, что не могу достать. Хорошая плотва. Вот видите. Эх. Да тихо ты! Бляха-муха. Есть еще одна поклевочка. Думал, там что-то такое крупное. Вот он. Хоп. Друзья. Густерка. А так тянул поначалу, как вроде бы там что-то такое крупное. Опа. Продолжаем разговор. Густерку я бросил в садочек. Ну и заканчиваю с этой кормушечкой. На нижней нанизал 2 кукурузины. И на верхней сейчас, наверное, нанизу 2 кукурузины, чтобы мелочь не сбивала. Вот так вот. Раз. Есть. Ну и забрасываем. Сейчас, друзья, ветер. И я пытаюсь забросить же в ту же самую точку. Держу немножко поправку на ветер. Вот. Ну и кроме того, как только, значит, кормушка падает в воду, я сразу удочку прижимаю к воде и стараюсь нить сразу утопить, чтобы ее ветром не сдувало. Вот так вот все это выглядит. Так. Опа. Опа. И сразу ее вниз. Оп. И подтягиваю сюда. И цепляю сразу грузик. Поплавок или грузик, будем говорить, чтобы держал нитку в натяжке. Так, ну что, забрасываю эту удочку. Первую. С поправкой на ветер. Опа. И подтягиваю сразу. Опа. Есть. Друзья, не успел закинуть, сразу поклевочка. Буду пробовать сразу выводить ее на верхний уровень. Опа. Опять густерка. Да такая поклевка была. Так, густерочку я бросил и повторный заброс этой удочки. Нацепил только сзади 2 горошины, что сорвала густерка. И опять засылаю туда же. С поправкой на ветер. Опа. Есть.
слабую выбираю. Есть. Поплавочек вешаю. Для контроля. Опа. Ну и занимаюсь второй удочкой. Вторым кормаком. Друзья, не смог я показать. Смотрите, какой лещак высунул. Вот где-то килограмм точно, может быть даже больше. Красавчик, просто супер. Классный лещ, друзья. Нес и боялся, чтобы не выпустить его. Волна поднялась, а видите, и лещ. А вот он вторая сработка. Поклевочка какая-то. Опять, смотрите. Плотва какая. Проглотила кукурузу. Аж бегу. Красавица. Плотвичка. Есть, сейчас попробую потянуть. Еще одна густерка. Что-то есть. Опа. Густерка, смотрите какая. Красавица. Отличная густерочка. Эх, таких бы были бы все густерки. Иду готовить завтрак и обед, как говорится, в одном лице будет. Так что все, выдвигаюсь, готовим завтрак. Тут сумка с едой. Соль, сахар. Палатку закрываем. И идем туда. Так, что у нас тут с салом? Посмотрим, каша варится. Это я последний был горох, который я брал. Последний выложил. Надо его доварить и использовать сегодня. Ну и сейчас поджарим яичню с овощами. И позавтракаем или пообедаем. Время уже 12 часов. 12 час. Ну и заодно кашу помешаю. Придумать надо как рычагом хорошенько на него надавить. Нужно для этого подогнать размер. Отрезать. Так. Перчик. Так, помидоров тут нету, наверное, уже. Перец, перчина еще одна есть.
соль, лук. Лёш, яблоко будешь? Не хочешь? А когда ему не рано? Ему всегда не рано. Это он придумал, что ему никогда не рано, не поздно, ему всегда вовремя. Так. Я эти помидорки черри порежу напополам, наверное, да? Поперережу их. Такие вот помидорки у Алексея на огороде выросли. И сейчас я их, наверное, вот так вот или на 4 части поперережу и потом сейчас тут к салу туда заложу и протушу немножко салом. Какие на 4, какие на 2. Получается. Крупные на 4, очень крупные на 2. Да тут есть такие громадные, что просто... Громадные вообще, я думаю, надо на рассаду оставить. Это ты покупал такие черри или... Это Да? у меня растет рассада сама по себе уже второй год или третий в горшках с цветами. Это ты в цветочные горшки их садил? Это, Или не это знаю, еще... они самостоятельно там начали. Или это еще, наверное, матушка Матушка, может, положила туда семечки зачем-то или помидор. Забыла там в горшке. Я не знаю. Ну, короче, оттуда они постоянно растут и растут. Такая мелкая, слабенькая рассада, но из нее вырастают такие помидоры. Вполне себе съедобные. Ой, так я ж тебе за что говорю. Их надо уже бизнесом заниматься, разводить семена и продавать. Не, что классные. Вот так вот. Протушат составом как раз хорошо. И перчик сейчас надо. Так, лук. Вот он есть. Лучинку порежу. Когда ты планируешь столбы тянуть? Куда тянуть? Ну, Толкать? толкать, да. Ну, уже сейчас я Выравнивать. буду пробовать сначала. Сам попробую. Ну, давай. И лучок сейчас туда то же самое заправляем. Алексей уже что-то там. Ну и лучок сюда. Опа. Перемешиваем. Надо дров, наверное, добавить. Уже что слабовато стала гореть печка. Я еще не придумал, как это сделать. Так. Ну, в принципе и все. Сейчас пусть прожаривается. Так. Уже тут, сука, достаточно можно забыть.
попить чайку. Что хочу сказать по поводу рыбалки. Значит, неважнецкая, честно сказать, рыбалка, друзья. Два подлещика, будем говорить не подлещика, но один подлещик только и один лещ. Ну такой, наверное, кило 200. Килограмм, кило 200, где-то такой, ну не больше. Вот. И больше не было поклевок лещевых. Может быть, они, конечно, и были, но отрицательные. Получились в итоге. Ну, надеюсь, еще может быть в обед, с обеда до часов 3-4, еще до вечера порыбалим, мы, покуда Алексей здесь будет чем-то заниматься, землянкой, пробовать ее выставлять. Я там помогу ему, чем смогу, если, конечно, он пожелает или что-то подскажу. Но нет, значит, я думаю, он и сам справится вполне. Вот так вот выглядит на сегодня землянка. Вот это вот он такую укосину сюда забил. Хотя я думаю, ну ничего она толком не принесет. По-моему, можно только поломать вот этот вот стояк, да и все. Я ему говорил, в принципе, здесь под крышей вот стоит сотан столб. Ее можно спокойно подкопать, выровнять, внизу подкопать и выровнять, поставить ее ровно. То есть низ отвести и поставить низ ровно сюда. Не вверх подогнать, а низ отвести. И так сделать со всеми. То есть не нужно ее даже разбирать и не нужно ее никуда пихать. Ну, Леша решил сделать так. Так, ну я думаю, пора яйцам. Сейчас яйца разобью сюда. Ну и последнее яйцо. Сейчас сразу я их посолю и все в кучу перемешаю. Еще не полностью застывшая. Но мы как-то делали, Алексей, я, мол, такую не люблю. Ну, по крайней мере, мне так кажется, что это он говорил. Поэтому ее чуть-чуть нужно будет довести, чтобы она была такая уже поджаристая. Но раз тут ее, видите, какая сковородка и много, слой толстый, нужно ее помешивать постоянно. Просто так она будет сочная, сочнее. Ну, в принципе, все. Можно ее снимать. Опа. Нарезаем хлебушка и обедаем. Так, это сюда, вот это. Бери. Ты знаешь, сегодня утром, мне кажется, тепло было. Вчера было 8 градусов всего, а сегодня, наверное, градусов около 20 было утром. Тепло очень. Ну и ночью мне холодно было. Ты все-таки решил откосной. Ну как ты будешь откосной двигать? Вот это я не пойму.
вот тут въехал. Ну что, я смотрю, она как стояла, так и стоит, только не двинулась. Ну, она ж назад уходит, конечно. Да, зафиксировать как-то. Это я еще не придумал как. Ты, ты представляешь, сколько ее надо двигать? Так, приблизительно. На 20 сантиметров. Ты ее сроду не подвинешь. Подвину. М-м. Я уже двигал. Потому что она назад возвращается. Видишь, он туда-назад ходит, в принципе. Это у меня еще маленький рычаг тут. Если Но если ты больше рычашь, она уже трещит. Вот ты толкаешь, она трещит. Вот, слышишь? А ну. Ну, вот это ты сантиметр, 2 сантиметра толкнул, если тут надо, бляха, 20 сантиметров. Тут даже если ее Смотри, если даже ты ее толкать, то все равно надо подрывать с этой стороны, куда ты толкаешь, чтобы куда-то она шла. Ты же землю не попрешь. Да ничего нет, сюда же она поперлась с землей. Должна и обратно вперед. Когда она поперла сюда, там еще земля не была утрамбована. А сейчас там уже земля просела, уже сколько лет прошло, она уже 3 года стоит такая косая. Блин, ну так это аккуратно, я бревнышко сниму. Слышишь? Да, видишь, оно как прогнулось. Может, пока и не убирать ее. Не убирать, а. В смысле, кто как прогнулась? Ну, двери уже не закрываются. Да, это двери, да ну это вообще, ты смотри, там она уже вот настолько уже ушла. Под своим весом валится сюда, сама валится сюда. И ты ее хочешь запихнуть сюда. Вот именно. А ты смотри, сколько здесь дерева, тебе нужно какой удар. И имея в виду, что там же внизу, как ты уже сказал, она может вот там поломаться, лопнуться. Не это, так вот это. Не вот это, так вот та. И потом убирай ее сейчас сразу. И вот по одной надо переставлять. Иначе ничего не получится. По одной это какие? Все? Ну, можно и основные тебе. Вот можешь ты эту поставить, и дверь же ты будешь ставить, и дверь, ну вот эти. У тебя косые эти могут даже стоять. Даже ты это можно в обратный, как ты говорил, градус кинуть ее, чтобы она стояла сюда. Они у тебя угловые закопаны, средние, они там стоят на самом, на самом верху. Они закопаны, они, вот это висело в воздухе. Ты помнишь или нет? То есть она там вообще не закопана. Вот эти вот закопанные 4, даже вот эти 2. Те я даже не знаю, закопаны крайние или нет. Они просто, по-моему, стоят. Нет, крайне закопано. Не, они ж вот на бровке на этой стоят. Ну, я все равно рыл там ямки. Может, не сильно глубокие, но ковырял. Поэтому я говорю, вот это основная. Одна, вторая. Та тоже не закопанная, средняя. Мы просто ее вот так втыкали. Ладно, давай попробуем этот. Сломал? Крутил, или сломал. Сломалась. Сломались. Этот сломался. Он в дереве там. Видишь? Он в дереве остается там, в дубу остается, здесь выкручивается. Еще с той стороны. А тут есть? Еще нету? Тут гвоздь можно. Ну, посмотри. Так, тут гвоздь. Чуть-чуть вроде пошел. И все, и он уже начал крутиться, хитро, черт честно. А это гвоздь. Да. Такие гвозди хрен вытащишь. Как ее вытащить? Упору не снимай, потому что эта вся конструкция может завалиться. Да? Да. Она особо-то никуда не упер. Подожди, сейчас я тебе помогу. Подожди. Опа, все.
Все, выноси. Так. Ты саморезы лихо выкручиваешь. А что их там выкручивать? Это снутри обломалось. Все, есть. Ты говорил как? Смотри как. Раз. Ух ты, бляха-муха. Топор сгнил, бляха-муха. Один инструмент был. Так. А больше ничего нету, да? Так, а вот это что, лопата? О, лопату мы еще не ломали. Да не поломай лопаты, что ты здесь? Вот ты, бляха-муха, паникюр. На. Вот и все. С луткой твоей. А теперь вот подкапываешь здесь. Да. Да. Я говорю, да. Так. Надо переговориться. Тема. Да, вот, выйди, на всякий случай. Я вообще сейчас бы... Лисей бы. Так. А ну давай, надо найти то дно. А где? Край полена? Да, где край этого полина. И главное вот эту вот одну тебе переставить, и все, и она будет стоять, эта хата, еще 100 лет. Вот эту поставить, потом можно эту поставить, и крайние. А вот эти средние, их не трогать даже, они никакой роли не играют. Главное вот этой, с этой стороны, как ты говоришь. Ну, как ее надо хорошенько, вот, Ну, как минимум. Не, ну надо докопаться, посмотреть, сколько она там. Так, а что, какая разница? А вообще, если бы я тебе, скажу так, вот как я тебе говорил, вот сегодня мы приехали на лодке, мы бы могли взять бур бензиновый, 3 секунды, и было бы 4 дырки. Зачем это все? Тогда уже можно было рядом где-то строить. Где угодно. Ну, промышленное строительство открыли бы. Я же хотел, чтобы крышу оставить и как бы, ну, время сэкономить. Давай, копай. Силы. Копай. Времени нету, зима на носу. И даже как-то еще приподнять. Подожди, да, это... Вот Оно сюда, я ж рухнет. тебе... Ну, Рухнет. На этом она не держится. никогда. Конечно, Это она только вот на одна палка балке. держится. Да, да. Я ж тебе за что говорю, что вот сюда, вот сюда. Надо выпилить. Вот. Ну, сюда, туда, да. Ага. Смерки возьми. Смерки. Ну это 2 палочки. Ну 2 палочки мы вот так вот сейчас раздвинем их. 2 палки. 2 вот такие палки. Берем сюда одну, вторую сюда вот так раз раздвинули. И мы знаем размер. А, нет. Да. И вот так вот. Ага. Оп. Чуть-чуть под натяг делаем. Вот так вот. На косую, чтобы она забилась. Да, да. Вот так вот отсюда. Забить надо хорошенько, мне кажется. Вот так вот. Вот сюда вот так. Все, и теперь надо вот такую вот отпилить размером. Ну, какую? Да вот. Сюда сейчас вот заводим. Косяной надо ставить так, чтобы она заходила сюда.
Все, и теперь забиваем. Чем? Топор у нас закончился. Получается только поленом. Поленом. Ага. Лучше с этой стороны. Лучше с той стороны. Ну. Вот эту можно убрать Да совсем. не, пока пусть вот Пусть стоит. Теперь отсюда, подожди, ты ее выбиваешь сюда. Так в шахте забивают, крепят лаву. Все. Еще хуже. Смотри, как у тебя хорошо получается, видишь? Глина какая хорошая. Потом из нее чурки можно лепить. Ну да. И Опа. Опа. Сразу на 5 сантиметров. как ты туда ногой достал? Давай я тут буду. Самый низ только вот сюда вот, Лёш. Я понял. Полегче мне бревнышко. Возьми полегче, какой тебе нравится. Вот это вот возьми. Ты его в торец попробуй, в торец вот так вот, только вниз бей. А ну давай еще, еще. Еще, пошло. Еще. 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 А теперь надо... А, подожди. Подожди, да я все равно вот это вот достану, чтобы она... Ну давай. Вот так? Да. Ты не туда бьешь, не попадаешь. Давай это самое, поставь, давай вдвоем. Сейчас стукнем. Берем вот это бревно и вот так вот сюда направляю, я сзади поддам газу. Отсюда? Да. Ты вперед, я зад. И направляешь, а я даю этот самый удар сильнее. Или наоборот, вот это вот хорошо, это размочаленная сторона. Вот это давай. Вот так вот ко мне. Раз. Ты попадай, а я ей придам. Так, подожди. Да, да, 3-4. Что дальше? Ну туда двигаем дальше. Бревно Она было? уже ровно стала, что ли? Нет, ну Вот там это вот можно что я тебе- подкопать. Не, еще надо сюда, это надо убрать. Ну, я Видишь, говорю, как хорошо. Я тебе сразу сказал, что надо делать вот так. Просто если бы делали как я хотел, уже все, уже начал эти. Уже бы она лежала на земле вся. Я бы уже кладку начал ложить. Давай, выгреби там, и сейчас мы еще пару раз стукнем, и она там подъехала. Даже ты знаешь, мы тут не будем ничего стукать. Сейчас мы ее по земле толкнем. А, подожди. Подожди, может же все-таки надо еще подкопать, пока мы не сильно ее близко оттолкнем. Ничего не надо копать. Ну, чтобы... Я сейчас буду поднимать, она будет... Так, еще? Ну, конечно, я же думал завалить даже ее. Ух ты, бляха, завалить еще хотел. Завалить землянку. Смотри, как прекрасно стоит. Да. Вот это да. Красота. А еще мне вот тут. О, не-не-не, я пошел рыбу ловить. Вот, не, вот уже она ровненько стоит и так. Вот так вот чуть-чуть надо сюда ее низ сейчас подвинуть. Оттуда вот сюда сейчас я подвину.
Не, уже не движется, даже уже не шевелится, уже крыша ее задавила. Тишится. А? Все, мне кажется. Вот теперь, а это у тебя наверху стоит здесь, она тут не закопана почти. Сразу эту закапывай хорошо, чтобы она никуда не сместилась. Она уже никуда не сместится, все уже. Короче, все. Подожди, Моя а просто-напросто, если его... миссия закончена. Так, все, Леш, пошел я порыбачу еще. Ты тут занимайся. Пойду попробую, мужик будет сейчас клевать лещ. Что-то есть, но небольшое. Густерка, наверное, опять. Эх, Ого, плотвичка какая хорошая. Это у тебя снасть какая-то непонятная. фидерная. Пуля. Я понял. Юра, пойдем поможешь чуть-чуть. Сейчас идем. Да, что? Тебе нужно будет приподнять крышу, а я подсуну вот это бревнышко на гвоздик. Видишь, гвоздик не влазит. Вот. Хотелось бы, чтобы он все-таки воткнулся, чтобы оно не так там свободно. Я попробовал, у меня не хватило сил. Так плечом что, поднять. плечом поднять? Да, я поэтому сделал вот такую вот приспособу. И рычагом мы просто одной рукой сейчас это все поднимем, а я просто подсуну. Сейчас ставим сюда бревнышко. Я думаю, что мы можем поднять вот это вот. Да ну зачем, Маруся уже все готово, Юра. Сейчас Ну давай, давай. Тут выпало. Ну ничего, все хорошо, опускай. Ну, на отверстие не попало, но я думаю, оно сядет как-то. Как-то сядет, да. Как-то сядет. Это желательно. Я могу залезть Опа, я попрыгал. Все. Вот так вот. А ты говоришь, тяжело, не подниму. Ну, что, так Ну вот, это да? ж Архимед. Не, за Архимед то про штаны. Архимедовые штаны. А кто ж это сделал? Ньютон, по-моему, нет? Нет. Закон Архи... Ньютона. Или нет? О, то совсем другое. Ну нет, ну кто же другой? Ну я имею в виду, это Архимед же все это придумал, все это. Переверну землю, рычаг. Да. Может и Архимед, я уже не помню. Если честно, я когда-то в пионерском лагере за этот вопрос получил там какую-то награду или грамоту, что-то такое. Ну тогда должен был бы знать. Ладно, все, я пошел, Леш. Потому, чтобы шуруповертик там еще раз. Ветер не дает. Так. Опа, поклевочка. Есть что-то. Что-то есть. Мелочевка какая-то. А может и сошла. Что-то не слышу я ее вообще.
Да, сошла. Вот, в траву зашла и сошла. Бляха, жалко. Ну ничего не поделаешь. Сейчас перекину. Вот она еще. Ух ты! Вот это да! Вот это, друзья, была поклевка. Или лещ, друзья. Или лещ, или подлещик. Вот он. Есть. Опа. Опа. И отцепился. Красавчик. Так, ну что, забрасываю. Раз, два, три, поехали. Опа! Оп, есть. Вот так вот. Сюда сигнализатор поклевочки. Опа. Вот, друзья, вытянул я только что леща где-то кило, наверное, кило 200 где-то. И это, друзья, на прикормку, наверное, 70% земли и где-то 30% гороха, как я вам уже рассказывал. А вот он у меня. Посмотрите, земля, что называется. Вот она. Даже вот тут камушки. Вот они, камни. Не просеивал ничего, то что сита нету. Вообще, если, как говорится, подходить по-нормальному, все надо земельку просеять, чтобы не было камушков, ничего такого. Но я вам хочу сказать, и так оно работает все прекрасно. Вот. Ну что. Опа. Есть. Опа. Чуть-чуть подлиннее сделаем, чтобы хорошо. Покуда ветер. Так, что, поехали. Опа. Опа, есть. Как раз на то же место. Сейчас вторую удочку закину фидерную. Вот эту вот фидер. А что ж тут? Проседает она, что ли? Смотри. О, как, смотри. Опа! Что-то есть, друзья. Смотрите, как не хочет выходить. Видите? О. О. Опа. Вот она. Густерка. Опа. Ветер стих, друзья. Что там сейчас, интересно, нам пообещает? На заклипсованное место прилетели. Клевочка. Густерка, да. Опа. Вот она.
Вот вторая клюет. Ух ты. Опа. Что ж ты тут, а? Не, что-то есть, но небольшое совсем, наверное. О. Котячая. Густерка еще одна. Машка скажет спасибо. И белка скажет спасибо. Вот это я понимаю, Леша разобрал землянку. Поднимешь, я подставлю столбик. Да. Тут я могу приподнять. Такая вот фигня. Я еле выскочил. Я отбивал эти самые скобы вот с того горевшего бревнышка, которое оказалось, ну вообще ничего не держит. И И вот оно. Я, правда, выкопал вот этот, подвинул уже все. Классно, ровно. Только похвастался, что все стало надежно и крепко держаться. Вот, сейчас, говорю, старый этот сгоревший столбик выкопаю, вытяну отсюда. И все, можно будет распорочку и класть чурочки, будет красота. И слышу так, что-то потрескивает непонятно. Я выскочил пулей оттуда. так, слушай, тебе надо премию выписать скоростной разбор земли. Да если бы он был скоростной, я Ну над этим да. все Вот лето теперь- копался. Теперь тебе что остается? Теперь остается, Леш, очень простое. А очень простое это что? Значит, Порезать на дрова и домой забрать. порезать на очурки. Нет, все-таки, ну это нельзя на полдороги бросать, я думаю так. Зато теперь мы можем в следующий раз приехать, взять бур, буром пробурить дырки нормально, выставить их и связать. Но для этого нужно будет взять еще скобы, чтобы скобами вот этими металлическими их сбить. И сразу поставить откосные, чтобы они А что, никуда не бур заваливались. глину возьмет это, да? Да, конечно. А в те же ямки нет смысла? Можно и в те же ямки. Можно и в те же ямки. Или типа поглубже, чтобы устойчивее. Да нет, ну поглубже не надо, она и так была устойчива, покуда ты не выпилил ту, которую не нужно было пилить. Так я не понял, почему вообще так произошло. И ты ж видишь, Все что стали она... ровно, все стали хорошо. Стали хорошо. Ну потому что она ж не была закреплена. Я тебе сразу говорил, вот эту надо откосную сюда поставить. Ты помнишь, я тебе говорил? Откосную сюда Ну, поставить, да. может, она Да. шевелится вся. А я, кстати, думал, блин, еще ж у нас вот эта вот палочка прикрученная, что мы толкали. Вот она готовая, в то дерево можно было упереть. Но думаю, блин, не буду рвать спину, а к тебе лень идти позвать. Думаю, потом поставлю. Это я тебе хочу сказать счастье, что я тебя оттуда не выкапываю. А ну-ка, вот смотрите, друзья. Оказывается, тут землянка вон она где, под низом. Да, еще можно использовать. Еще можно там даже спать, крыша ж С той стоит. стороны, кстати, мой рюкзак. Тут почти без потерь. Одно ведро поломалось. Что там? И тазик один поломал. Ну да, это точно, что практически без потерь. Вон, смотри, все целое сверху. Там. С той стороны мой рюкзак там висит, свитер, там, ну, какие-то спальник. Ну, такое впечатление, что сюда прилетела 120-я мина. Ну да, ну даже может Осторожно, 120-я мина, друзья. поменьше. Мне во двор какой там меньше идет размер? 80-ка. Да, 3 штуки прилетало, я знаю, что это. Хорошо, что... Карлос, ты здесь? Да, хорошо, что он там. Ну, короче, что, теперь можно отъехать домой. В общем, да. Все. Рыба есть. Ну, и рыбы чуть-чуть есть, да. Не знаю, может пивка выпить. Пивка выпить. Можно и пивка выпить. Ну, друзья, ну гляньте, ну чем не землянка? Вот смотрите. Опа. О, Карлос тут уже место метит. Как метит? Ну, уже говорит, это мое уже, все. Что упало, то мое. Да. И стулка там моя. Ведра стоят целые. Стул мой тоже целый. Ну, ничего. Вот это скоростной разбор. Это, Вот, да, кружечка даже вон стоит целая. да. Я
Я тебе говорю, середину не заходи. Ты помнишь, я тебе говорю, надо чурку. И вот ту, ну, Леш, на ошибках учатся. Это слава богу, что все хорошо закончилось. Да, самое главное, что как-то осталось в голове, что можно подумать, что все хорошо и все четко держится, а на самом деле это не так. Да, на самом деле это не так. И это тебе я говорил еще. Что может все она Это хорошо, что никого там нету. Все успели выскочить. Да, они тяжелые, ноги, руки переломало, там вытягивать пришлось бы непонятно как. Да. А если б шею там еще не дай бог, косяку. Так, я еще это. чуть-чуть. Да, 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 да. Ну что, теперь зато, Леш, будем говорить, строить ее нужно будет с нуля. И, наверное, до зимы. А если в тот раз я начал копать еще позже, чем сейчас это время. Я осенью начал копать, в сентябре. В сентябре, да, Только в копать. сентябре. А уже сентябрь были, мы с тобой были в синей палатке, и там стало холодно в синей палатке, да. И тогда ты говоришь, так и так, нужно, я решил строить землянку. Так что я не Вот. знаю, есть, тут все материалы на месте. То есть, в любом случае, столбы и крышу можно сделать. Да, пару-тройку раз, ну, я думаю, что за пару раз можно крышу опять закидать. Всё. Да не, ну это недолго, нелегко. В следующий раз я Придется. приду, растяну все это. Главное теперь нужно побольше аккумуляторных батарей брать с собой, чтобы не получилось как в прошлый раз, как мы с тобой, тогда я тебе помогал. Вот, надо все сучки пообрезать, чтобы... И ты же леночурку собираешься, все равно же делать. Поэтому, в принципе... Фух, Это с крыши. слышишь? Ну, тут война, война, война. Война пришла и в наш дом. Она уже давно пришла, блин. Ну да. Ну а теперь непосредственно в землянку. Вот так выглядит землянка. Вот так вот, друзья, когда-то здесь была землянка. Вот здесь вот стояла печка, вот здесь были двери, а теперь все это выглядит вот так, как будто сюда влетела 120-я мина. Вот так, друзья. Так что с землянкой нам придется расстаться, и Алексей думает, и я ему, если что-то придумаю, подскажу, какие-то новые мысли по поводу постройки какого-то домика или землянки в лесу. Ну, а эти снасти, друзья, потихоньку собираюсь и поедем домой. Опа. Сейчас высыплю все сюда. Так что ну и, друзья, покажу вам два леща, которые я словил. Нормальные попались. Это вот один лещ. Вот он еще один лещ. И вот, в общем, вот такие вот два леща. Вот они. И еще один. Три леща таких, друзья.
так, чтобы выехать на лодке, нужно ее взять и тянуть. Опа. Так, не тяни меня. Все доброе, что есть. Тяни. Чего? Вот это было что-то. Красавчик. Замочил. Прыжок был такой. Только не знаю, может там лучше. Там И мы нет. смотрели, что вроде Да? здесь лучше с камней было.